Ты ведь не думаешь, что симулятор жизни с кучей отсылок на поп-культуру останется без единой отсылки на одного из самых популярных художников нашего времени, так? В игре есть Бэнкси, и сегодня мы попробуем раскрыть его личность. Точнее, делать это будет наш увлекающийся раздолбай Марио. После раскрытия секты и тайны призрачного дома у него новое увлечение. Загадки. А то, что он живет практически в притоне, это нужно было для некоторых историй для стендапа. Я говорил, что парень очень увлекающийся, но теперь пора переехать. Деньги есть. Да, вот такая квартира. Я показывал ее еще полгода назад. Я полгода не запускал это сохранение. Кто видел на стриме тогда? Скажите, пожалуйста. Теперь вот публично. Мы живем здесь. И давай отправимся по городу. Я покажу, почему мы переехали в Сан-Мишуно. Марио узнает о неком Ангсти. Загадочный художник, аналог Бэнкси в нашем мире, который развешивает повсюду плакаты. И если сорвать один такой, и мы срываем сразу необычный, что здорово, стартует коллекция. Узнаем ли, кто такой Ангсти, если соберем ее. И нашим первым плакатом оказалось смелое политическое высказывание на тему прав лам, что я, как видишь, полностью поддерживаю. Ссылка на мерч в описании. Это более доступная коллекция, не вышивка, так что тебе точно хватит. Берем второй плакат. Их на районе здесь по несколько штук всегда, и они обновляются раз в 4 часа, насколько я читал. Найс. И насколько я понял, там больше нет, так что в другой район. И помните Аврору, нашу коллегу, которая повелась не за деньгами, а за Марио, который не рассказывал ей о всем своем состоянии, потому что нам хватило фальшивых друзей в школе. Кстати, о фальше, наш третий плакат — это попытка выдать чужую работу за работу Ангсти. Так вот, я думаю, ей можно все рассказать. Показать свое жилье, сказать, кто мы есть. Заслуженно. Да, окей, мы были с ней не так долго, я понимаю. Но еще раз, Марио пацан увлекающийся. И когда даже оладьи врут, по-настоящему искренний человек, такая же редкость, как оригинальные Nike в Москве в наше время. Теперь нам безумно везет на редкие работы. Короче, Марио может сойти с ума от Авроры. И мы находим еще один плакат. Снова довольно редкий, уже треть коллекции позади. Но нет, так видос будет 2 минуты идти. Для такого формата у меня шорты есть. А у нас тут история, так что домой. И черт, я понимаю, что выгляжу как лев, который лежит яйца. Свои хочу замерить. Но хороший же дом. Типа, да, я строил это больше полугода назад, все здесь забыл, смотрю на это и такой, блин, стилево, как будто даже руки не из жопы, а? Но не обманывайтесь, все еще из жопы. Я поставил челу 4 стула для еды. Он выбрал самое дальнее место, на которое можно сесть. Кстати, мы ведь жили в пригороде Сан-Мишуно, а теперь перебрались, собственно, в Сан-Мишуно, где и живет Аврора. Так что, мне кажется, мы можем начать ходить на свидание. Но Марио у нас какой? Правильно, увлекающийся. И даже на свидании мы такие, ща, погоди, дорогая. Тут где-то есть места, где предполагаемо Ангсти развешивал свои работы. Мы должны их найти. Вот. Автопортрет. А, это самый обычный плакат из всех. Явно запутывает. А здесь экземпляры попадаются в основном редкие. Он не только увлекающийся, он еще и безмерно везучий. И опять что-то новое. Чел, тебе бы в лотерее играть. Ладно, давайте все-таки отвлечемся на мадам, которая уже такая... Он безнадежен. Просто ушла выпить. И ошивается рядом с каким-то красавчиком, должен сказать. Окей, ладно, мы распутаем это позже. Марио все-таки будущий детектив. Загадочки он уже любит. С другой стороны, представь просто такой уровень вовлечения, где ты просто устраиваешь какие-то интриги другим людям, просто чтобы их распутывать, потому что так любишь все распутывать. Кстати, отошли мы на 10 минут, а она уже нахлесталась. Очень нашалевшая. Кстати, не знаю, замечали вы или нет, но... Саша, здрасте. Замечали вы или нет, но я в Нацубери не продаю рекламу. Это благодаря вашей поддержке и в особенности этих людей. Огромное вам спасибо. И хотя эти ребята получают тонны контент дополнительно, смотрят видосы до того, как они выйдут публично, имеют доступ в чат телеги и кучу разных других бонусов, в первую очередь я реально благодарен тем, что не приходится прерывать Нацубери на рекламу. Это вот эти ребята, огромное вам спасибо. И в смысле мы теперь хорошие друзья? Я не за этим хожу на свидание. Я хожу сюда опробовать материал. Да, я шарю в любви. В конце концов, золото есть. Только вот почему-то после свидания она не осталась посидеть еще немножечко, а просто сразу подальше из караоке. Ну, и исчезла. Ничего, Марио все еще хорош. И давай пройдемся с братом по району. Дурацкая политика про пакеты на голове. Хотя, нет, фигура... А, это Аврора. Не узнал. Но окей, мы выбрали подходящую женщину. Так вот, Дейл недавно женился. Теперь всем об этом рассказывает. Но мы
выйдем ради плакатов, конечно. Он идет рядом, жужжит что-то, а мы такие... Анкси. Кто такой Анкси? Черт, он вообще не кладет телефон. Вот просто все время. Он даже без рук берет плакат. Снова новый, кажется. Да, это финальный, самый редкий. Одна из последних и легендарных работ у нас в руках. И вот мне интересно, нам и будет так дальше вести? Еще раз, до сих пор ни одного дубликата. Ну, нифига себе. Интересные тут бомжи. Деловой район все-таки. Он не опускает телефон все время прогулки. То есть он буквально уже и брата потерял. Типа, где тут остался? Непонятно. Чисто гуглешь про Анкси. Где? О, наш первый дубликат. Ну и на самом деле теперь какое-то время нужно, чтобы плакаты обновились. Так что Аврора, в смысле, она отказалась или что происходит? Она такая, не-не-не, нафиг, ты опять там со своими плакатами, Анкси совсем с ума сошел. Нет, дорогая, теперь все внимание тебе. Пожалуйста. Ну вот сейчас точно можем. Нам уже не верят. Марио помешался. Найс, в другом районе сработало. Ну и на какое-то время нас поглотит бытовуха, потому что нужно плакатики пособирать, на свидание походить. Вы знаете, обычная жизнь. Но я представлю все через монтаж, так что вам не придется скучать. Монтаж. Кажется, я попал в интересную ситуацию. Не занимался ничем необычным, заставлял пиксельных человечков заниматься сексом, и они перестали выходить на связь. Просто лежат под одеялом, закончили. И немного неловко раскрывать, потому что, ну, мало ли в каком виде я их найду. Что мне делать? Я, кстати, собрал разведывательную комнату. Там находятся плакаты Анкси, и нам нужно еще за одним. Я рад, что у вас там плюсики и все прекрасно, но можно, ну... выйти. Ладно, заставим его. Да, пусть спит. Будущая жена. Да, потому что пускай довольно быстро, но это искренний человек рядом с нами. Плюс брат, прожужжавший мозг о том, как же здорово быть семейным человеком. Ладно, мы тоже будем. Посмотрим, что тут такого. А тебе нормально прям так за плакатом выходить? Ну, в принципе, ладно. Тем, кто будет собирать эту коллекцию, и, о да, типичная погода в Барде. Чел в трусах и чел в куртке. Так вот, тем, кто будет собирать подобную коллекцию, я советую оставаться на одном районе, потому что... Боже, какой голубь. Эти плакаты появляются раз, как я говорил, в примерно 4 часа. Черт, снова ничего нового. И этот таймер обнуляется, когда мы покидаем район. То есть тебе, находясь на районе, нужно провести 4 часа, и как только ты уехал, то там фиг поймешь, как таймер себя ведет. Лучше, правда, оставайтесь дома, ждите, когда у вас плакатики будут респавниться, чекайте их, может быстрее раскройте, кто такой Анкси. Что нам пока известно? Прочитав все плакаты, насколько понимаю, изначально не очень богатый чел, рисовавший для того, чтобы оплатить аренду, потом пробовавший себя и в ужастиках, но коммерческий успех тоже нашедший, делая рекламу для, кстати, одного из фестивалей «Шутки и забавы», которые здесь проходят регулярно. Я, кстати, живу в творческом районе, как вы могли заметить, недалеко от нас творческий центр. Наши соседи — это всякие подобные странненькие художники. Ну и в целом мы прям в нужном месте находимся, чтобы понять. Супер, она еще не проснулась. Давайте заставим ее офигеть. Спящий, пернем в лицо. Сделаем предложение. Эй, в смысле? Она просто растворилась. Прямо из кровати такая. Вау, заходит слишком далеко. И такая просто... Что ж, тогда мы просто сделаем ей предложение в романтичном месте. На открытой крыше, кажется, самого высокого здания в Сан-Мишуно. Да, все верно. Ну и что она в пакете? Блин, вот это звучало немного маньячно. Пакет только на голове. Вот вообще лучше не стало. Ну ладно, все равно романтично. Хотя, блин, это политика. И я не перестану с нее офигевать, потому что, ну это же просто ужас. Опа, колечко. Да, соглашайся. По лицу читается, как она счастлива, согласитесь. Вот только жениться пока не будем, все-таки будет слишком быстро. Вау, мы повысились. Несмотря, кстати, на то, что мы повышение получили, периодически Марио получает выгорание от творческой работы. Хихоньки и хахоньки уже мало его интересуют. В этой погоне за Анкси мы, он, неважно, понимаем, что да, вот.
загадки. Наше все. Нужно становиться детективом. Надеюсь, будет что-то новое, потому что какое-то количество времени прошло, как понимаешь. Я вот рутину в нарезочке показал, но я ничего нового не ловлю уже хрен знает сколько. Районом получше, чем наш дом, внезапно является район специй, потому что здесь 3 таких щитка, в то время как у нас всего 2. Но я остаюсь дома подольше, потому как иногда, когда выгорание все-таки почти приходит, коврик спасает в 2 раза быстрее убрать мудлет предстоящего выгорания. Плюс, я думаю, ты видишь, что мы играем на клавишах, все-таки Марио интересует музыкальные инструменты, и какой-нибудь он должен освоить. То есть в задачах написано, что он должен уметь играть на инструменте. И в целом я бы сказал, что так оно и есть, но чтобы вообще не было вопросов, гитару и клавиши хотелось бы освоить. Да, давай покажу тот другой район. В этом все равно ничего нового нету уже хрен знает сколько дней. А здесь щиток находится вот здесь, рядом с караоке, потом с этой стороны здания, которое не играется, и рядом с квартирой, в которой мы проходили идею, мол, что будет, если не платить аренду. Это вот здесь. Да, я знаю, вы скажете, там забирают вещи, но что, если у тебя нет денег и вещей? Это по подсказке. Можно дождаться выходных, и в воскресенье здесь же, кстати, должен быть блошиный рынок. И вроде как на блошином рынке можно постараться эти плакаты урвать, но это 2 единственных способа получить плакаты. Так что, если в начале коллекция закрывалась быстро, то чем дальше, тем очевиднее, что не самая простая и контролируемая коллекция все-таки. Новый плакат я нашел на следующий день. Прямо у своего дома. Здесь он появился. Отлично. Очередное подтверждение тому, что ночной бунтарь Ангсти работает дизайнером днем. Причем весьма успешно, ведь я напомню, что считается, что шутки и забавы это тоже с дизайнерской точки зрения его детище. Стена Ангсти почти заполнена. Но не забываем, что при поиске этого самого Ангсти Марио еще и себя находит. Так что, окей, он такой. Аврора, вот кто нам нужен. Пора жениться, а то мы обручены уже сколько. Окей, может не слишком долго, но для этого чела с шилом в заднице это достаточное время. Леди Крейсер, зайдите на минуточку. Ща она офигеет. Женщина, здрасте, есть один разговор. Не, подожди, не в коридоре здания. Давай хотя бы пригласим ее. Только сначала мы ему покажем. Конечно. Они там прямиком из моей телеги. Ссылка в описании. Не все я могу показать на ютубе. И знаешь, рядом с таким роялем это будет даже красиво. Так что, да, я считаю, пора. Женимся. Прямо здесь, вот в этих стенах. Романтично? Я не знаю. Я не разбираюсь в романтике. Это вам. Хотя нет, кое-что знаю. Смотри. Желаю всем в жизни иметь такого человека, который смотрит на вас, как Марио на Аврору. О, да. Кстати, очки — это 4-я вещь в кадре, которую я поменял в течение видео. Какие еще 3? Напишите, я закреплю коммент первого, кто будет достаточно внимателен. И красивая церемония. Ну, было норм. Идеальный отзыв о свадьбе. Сойдет. Это как на гитаре пытаешься научиться играть. Такой вот. Вот бы играть как-нибудь. Ну да, про плакаты мы не забываем. Молодая жена молодой женой, так-то, но подождет. Нам нужно таймер обновить. Как я говорил, я собираю плакат, и потом таймер проходит. Мы снова собираем, и так по кругу. А пока что давай займемся, чем там молодожены занимаются. И тут Марио как будто решил, знаете, а в браке оно как-то не то. Но нет, я не буду брать недотрогу. И надеюсь, что в этот раз они вылезут из-под одеяла, потому что в прошлый раз так и не смогли. И да, задача с тем, чтобы выйти замуж или жениться на коллеге, выполнена, потому что это тоже комик, это человек из сферы развлечений. Мы можем бросать работу. Как я говорил, мы не особо получаем удовольствие от того, что стали комиком. То есть, когда стали, получали, конечно, но потом загадки увлекли, все такое. И у нас же диплом, который позволяет нам стать высококлассным офицером сразу, с отличием по престижной программе в полицейской академии. Ну что за красота? Да, организатор пикников и звезда фуршетов не наш путь мечты. Увольняемся нахрен. Мы теперь безработный. Первый человек, по-моему, который радуется этому, но теперь больше времени можем уделить загадкам. И нет, фитнес качнул я не для того, чтобы информацию выбивать из людей. Это просто потому, что я в этом самом районе, в котором у нас сразу по 3 плаката спавнятся. Так быстрее. Как понимаешь,
3 оставшиеся плакаты, которые нужно выловить, это прям рандомно, и вот в этом случае неудачно, и очень долго. Так что здесь, наверное, будет довольно спорное решение, потому что я не буду проходить до конца эту коллекцию сегодня. Шок, отписка, ведь до этого я доводил до конца даже самые сложные идеи, будь то целое поколение за серию или челлендж целиком за серию. Но конкретно сейчас у нас важный и стареющий персонаж. Я не могу целиком отдать его под коллекцию. А если вы пришли, чтобы узнать, что же эта коллекция дает, могу вас немного разочаровать. На самом деле, несмотря на то, что есть такой загадочный флер, никаких бонусов в завершении коллекции не дает. Даже снежные шары, к которым, если вам интересно, мы обратимся позже, тут скажите, дают определенные бонусы. Когда собираешь все плакаты, городские власти просто говорят тебе: спасибо, что очистили город от плакатов. И все. Да, мы на блошином рынке, на котором в редких случаях здесь могут находиться плакаты. Но их нет. И если вы такие: подожди, все поколение за одну серию, то это здесь. А если весь челлендж за серию, то это вот этот челлендж. Вас, ребят, я очень благодарю еще раз. Благодаря вам на Suberi выходит без рекламы.